Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, как можно поменять секцию батареи биметаллической, если она вдруг потекла. Итак, у нас есть батарея, есть другая батарея донор, с которой я сниму этот кусочек, который у меня потек, и поменяю на этом экземпляре. У нас есть батарея донор. На ней тоже с помощью крестика я обозначил потекшую секцию. Но она намного меньше, чем мне нужно. Мне нужно 10-секционная, здесь всего 6, поэтому я из нее возьму 2 секции для того, чтобы пополнить ту протекшую, которая у меня есть на этой батарее. Тоже помечена специально буква D, дырявая. Теперь для того, чтобы снять эти 2 секции в сборе, нам понадобится разводной ключ, специальный ключ вот с такой лопаткой, который применяется для разборки таких батарей. И здесь на другом конце есть специальная головка, которая служит упором для откручивания секций. Для начала нам необходимо открутить секции, которые ближе к правой и левой стороне. В данном случае у меня левая секция. Нужно не забывать, что при откручивании левой части заглушек батареи необходимо откручивать в противоположном направлении, потому что здесь резьба левая. С правой стороны батареи резьба правая. И здесь нужно откручивать, соответственно, как обычно, против часовой стрелки. Итак, мы знаем, что здесь резьба левая слева, поэтому будем откручивать вправо. Для этого используем ключ разводной и начинаем откручивать. Я уже слегка эти секции сорвал, теперь откручивать их легче. Вот она имеет такой вид. Наши мастера, которые делали эту батарею, использовали фум-ленту вместо стандартной прокладки, которая идет в комплекте к этим заглушкам. То же самое делаем внизу. Чтобы не царапать краску, можно использовать мягкий материал, например, тряпочку или бумагу, или специальный пластмассовый ключ, который не сбивает краску. Вот сняты у нас 2 заглушки, отложим их в сторону. Теперь с помощью ключа отмеряем расстояние, которое необходимо до ниппеля, который находится между секциями. Есть такие ключи, на которых уже стоят рисочки, но у меня их нет, поэтому я с помощью пальца вот прикидываю расстояние до соединения и ввожу туда ключ. С помощью разводного ключа начинаю откручивать. Здесь тоже я заранее сорвал соединение, потому что в некоторых батареях они очень затянуты и приходится пользоваться даже специальным газовым ключом или большим рычагом, чтобы открутить эти секции. Здесь также по часовой стрелке мы откручиваем, стараясь, чтобы они не перекашивались, потому что перекос поведет к тому, что вторая резьба будет плохо раскручиваться. Ниппеля должны быть равномерно откручены сверху и снизу. Вот 2 секции с батареи донора сняты. Теперь необходимо приступить к установке этих секций на нашу потекшую батарею. Эту отлаживаем в сторону и берем исходную. Здесь уже из батареи я снял 2 секции, которые потекли таким же способом. Открутил заглушки. Теперь необходимо сюда прикрутить эти 2 новые секции. Очень примечательно, что вот у меня батареи фирмы Aquamach. И это уже примерно 10-я секция, которая у меня потекла. И протечка почему-то идет именно вот здесь, вот видно, сдувается краска сбоку батареи.
это, скорее всего, или брак литья, или плохой металл, который почему-то дает тоненькую течь, как дырочка, как иголочка. Поэтому приходится менять на более новые батареи. Но со старыми пока начинаю заниматься конструктором Лего. Так, теперь необходимо сюда установить прокладки, которые бывают межсекционные и для заглушек. У меня набор есть прокладок. Значит, чем отличаются межсекционные? Они тоненькие, зеленые. Могут быть серые, выполненные из специального материала. Скорее всего, это паранит. А если прокладка под заглушку батарей, она намного толще, примерно в 3 раза. Вот видно межсекционная и заглушечная прокладка. Еще существуют для заглушек вот такие силиконовые прокладки, которыми я тоже пользуюсь, мне не нравится. И в отличие от таких паранитовых, меньше дают течи и лучше затягиваются, и при этом не пересыхают. Теперь для того, чтобы две секции плотно соединились, необходимо взять плоский напильник и короткими движениями очистить старую прокладку, которая здесь уже прилипла. Ее невозможно ничем качественно удалить. Должна быть ровная, идеальная поверхность. Вот старая прокладка почищена, и видно блеск по всему периметру соединяемой поверхности. Это говорит о том, что уже можно соединять две поверхности и не будет никакой протечки. Здесь тоже нужно без фанатизма делать аккуратную, ровную снятие этой прокладки, потому что любой перекос в дальнейшем вызовет щель, из которой будет течь вода. Делаем то же самое со второй поверхностью потекшей батареи и с поверхностями, которые на нашем доноре. Здесь видно остатки старой прокладки. С одной и с другой стороны, потому что с другой стороны будут стоять заглушки. Здесь видно, что на литье есть небольшие каверны, которые необходимо как можно больше подровнять, чтобы не было протечек в дальнейшем. Когда торцы почищены, берем здесь с одной стороны правая резьба на ниппеле, с второй стороны левая. Поэтому необходимо подобрать ту сторону, которая будет вкручиваться именно в вашу сторону секции. Здесь правая сторона секции, поэтому должна быть правосторонняя резьба. Вот она хорошо подошла. Можно слегка с помощью машинного масла смазать ниппеля, чтобы они легче вкручивались. И в дальнейшем меньше ржавели и окислялись. Потом будет легче выкручивать. После того, как ниппель немножечко нанизан на одной из секций, необходимо установить прокладки межсекционные на ниппель с одной и с другой стороны. Прокладочка порванная, поэтому нужно поставить целую. Вот таким образом. И после этого опускаем на ровную поверхность одну и вторую часть батареи и начинаем слегка наживлять верхнюю и нижнюю часть батареи. Ниппеля должны зайти в свое место. Вот таким образом. Теперь берем ключ
И также затягиваем. Сначала рукой, потом с помощью ключа. Помним, что нужно крутить против часовой стрелки с левой стороны, для того, чтобы затянуть. После этого нужно равномерно, без перекосов, закрутить до упора, пока можно будет усилие руки применять. Здесь важно, чтобы при стягивании центральная прокладка межсекционная никуда не сдвинулась, ни вниз, ни вверх, потому что это уменьшит толщину соприкасаемых поверхностей. Поэтому необходимо проконтролировать, предварительно проверить, чтобы не было выступов ни с одной, ни с другой стороны. И она сидела строго в своем месте. Здесь видно, что капельку прокладочка не на месте, поэтому слегка ослабим затяжку и с помощью пальцев аккуратно задвинем ее в свой паз. И после этого можно затягивать. Для затягивания использую газовый ключ. Им очень удобно схватить головку. И есть плечо для того, чтобы затянуть качественно секцию. Вот таким образом. И сделаем то же самое в нижней части батареи. Усилие должно быть как можно сильнее, чтобы не было протечки. Батарея скручена. Почти не видно щелей между секциями. Теперь можно приступить к установке заглушек. В верхней части нам необходимо установить заглушку с крана Маевского. Здесь применяется прокладка из силикона. Слегка ее нанизываем на свое место. И после этого закручиваем. Как я говорил, закручивать нужно против часовой стрелки. Сначала рукой и дотягиваем разводным ключом. Как можно сильнее, чтобы не было в этом месте стыка протечки. В нижней части батареи по диагонали вкручиваем обычную заглушку. Теперь по диагонали заглушки у нас стоят. Необходимо поставить в верхней и по диагонали в нижней части вот такие две заглушки, в которые будет вкручиваться американка. Теперь берем американку, снимаем старую фум-ленту, с помощью ножа срезаем и после этого вкрутим ее на свое место, в правую верхнюю заглушку. По часовой стрелке наматываем фум-ленту 9 оборотов я делаю. Теперь вкручиваем в правую верхнюю заглушку американку. Я использую напильник подходящего размера и закручиваем до упора с помощью ключа разводного.
наша батарея собрана. Теперь осталось ее поставить на место, на свое, возле окна. И проверить, как же она работает. Не течет или течет. Для этого подвешиваем ее на крюки, которые были на стене для крепежа. Сначала на верхнее и потом на нижнее. До совпадения всех меток. Вот она стоит на своем месте. После этого необходимо прикрутить американки с левой и с правой стороны. Особое внимание на то, что в американках есть резиночки, которые должны быть целыми и не порванными. Сначала рукой подтягиваем, а затем с помощью разводного ключа. Здесь готово все. Теперь то же самое сделаем в правом верхнем углу. Откручиваем кран Маевского и ждем, пока пойдет из этого вентиля вода. Вот воздух вышел. Закручиваем. Вот такой специальный ключик применяется для откручивания крана Маевского в этих батареях. И теперь необходимо убедиться в том, что все узлы наши, которые мы соединяли, не текут. После этого можно давление системы поднять до номинального и дальше пользоваться системой отопления, как и раньше. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрите видео о том, как можно поменять секцию батареи на биметаллической батарее. Здесь у меня алюминий с металлом. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока.